Компания Shanling была основана еще в 1988 году, и в этом году же выпустили они свой первый стереоусилитель класса Hi-Fi. Последующие 30 лет Shanling не сбавлял оборотов, и каждый год международный рынок обсуждал новинку этой компании, хотя не каждый знает о данном производителе. А сегодня я расскажу вам о новом плеере от этой компании, который стоит далеко не малых денег. И работает он на базе Android 7.1. Да, такие тоже еще встречаются. Имеет он на борту два ЦАПа, к нему можно подключить абсолютно любые наушники. Емкость его аккумулятора больше, чем почти у любого флагмана, и есть встроенные цифровые фильтры. Плюс эквалайзер в приложении Shanling Music. А корпус устройства монолитный. При этом данное устройство имеет сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless. Стоит ли он своих денег? Сейчас расскажу. 979 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о не совсем дешевом плеере Shanling M8. Полетели. Распаковка. Картон плотный, но внутри, что называется, все дорого-богато. Нас встречает деревянная шкатулка, дерево хорошо обработано, и в ней лежит комплект, который состоит из плеера, набора защитных пленок, USB-C кабеля, сменных модулей выходов и инструмента для их замены. И все это дело в кожаном чехле. Также есть чехол на сам плеер, тоже из кожи, но пришел он не в целом комплекте, а прилагался отдельно, что слегка странно. Это, можно сказать, подарок вроде бы от продавца, потому что отдельный чехол стоит $50. И я его покупал, кстати, тоже. У меня второй, получается, на него лежит. Ну и, конечно, я не могу промолчать, что за такой дикий ценник нет в комплекте блока питания. И это обидно. Сменные модули выхода есть для наушников на 2,5 мм, 3,5 мм, 4,4 мм и 3,5 Pro мм. Посторонних неприятных запахов нет, и это радует. Летим дальше. Поставляется данный девайс в одном цвете, черном. Размеры вас шокируют слегка. 138 мм на 80 и на 20 мм толщину. Не маленький такой, не правда ли? В руке ощущается так, как будто я взял небольшой кирпич. Но, несмотря на это, в руке лежит очень комфортно из-за своей формы и специально сделанных эргономичных выемок для руки. Плюс к этому корпус тут монолитный, изготовлен из авиационного алюминия. Дизайн в целом интересный, хоть и габаритный, но у производителя целая линейка с подобными габаритами плееров. В руке без чехла комфортный, не выскальзывает, не сильно пачкается и пока не поцарапался, хотя он у меня уже достаточное количество времени, чтобы принять на себя все беды бытия. На корпусе расположены 3 кнопки слепого управления, плей-пауза, перелистывание трека вперед и назад. С другой стороны колесико громкости, оно же является кнопкой питания. Слот USB-C и справа от него слот для карты памяти. Закрытый специальной заглушкой, которую не так уж просто извлечь. И последнее — это место для сменных сокетов. Кнопки не люфтят от слова вообще, нажимаются плавно и издают хороший такой щелчок. Колесико прокручивается мягко, регулировка громкости плавная. С лицевой части, как всегда, почти все пространство занимает 5-дюймовый дисплей Full HD с разрешением 1080 на 1920 точек. На солнце видно все в пределах нормы, это, конечно же, не самый лучший экран, но даже для плеера это не топ, хоть он и выдает детальную картинку. Автояркость не завезли, под разными углами тон картинки не изменяется, это хорошо. Разблокировать экран можно при помощи исключительно графического ключа, пин-кода или пароля. Подбородок внизу экрана есть, и он огромный, если сравнивать со смартфонами, хотя рамки по краям экрана не такие уж большие. Я бы даже сказал, что они минимальные. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 430 с 8 ядрами. Работает все это дело на Android 7.1 с использованием фирменной технологии производителя AGLO, что расшифровывается как Android Global Lossless Output, и что позволяет всем приложениям выводить звук максимально напрямую. Пользоваться плеером тяжеловато, не совсем комфортно после смартфона, так как зачастую работает он как старенький Android, тормозит и долго открывает и прогружает приложение. В M8 установлены два ЦАПа AKM AK44999EQ, также на борту симметричный усилитель с архитектурой OP-BUF V2.0, выходная мощность 840 на 32 Ома в режиме турбо, 184 на 32 Ома в режиме сильного усиления и 71 на 32 Ома в режиме слабого усиления. Динамический диапазон 171 дБ, плеер поддерживает декодирование потоков PSM с разрешением вплоть до 32 бит 768 кГц и DCD вплоть до DCD 512, что очень даже круто. Диапазон воспроизведения частот от 20 Гц до 40 кГц, выходной импеданс меньше 1 Ома, оперативная память на 4 ГБ, а внутренняя память на 64 ГБ. Плюс расширить ее можно при помощи microSD карты вплоть до 2 ТБ. Плеер поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, но не мобильную связь, разумеется. Сим-карту в него запихать нельзя. Bluetooth старенькой версии 5.0, беспроводные уши подключить можно без проблем. В M8 используется графитовая система охлаждения
охлаждения для отвода избыточного тепла. Но могу сказать, что это не спасло его при прохождении теста Antutu, нагрелся он знатно и сильно. Хотя я понимаю, что этого делать нельзя с данным плеером, но все же. Также на борту имеется функция Prime Mode, активация которой позволяет переключить плеер в упрощенный режим, чтобы просто слушать музыку и не отвлекали уведомления. Емкость аккумулятора 7000 мАч. При прослушивании музыки с выключенным Wi-Fi на 60% громкости по проводу с музыкой в формате FLAC отыграл он 7,5 часов. С включенным Wi-Fi садится значительно быстрее, не говоря уже о том, что если юзать его параллельно в приложениях. Заряжается с 15% до 100% от адаптера питания на 33 Вт за 3 часа по моему тесту. Беспроводной зарядки нет, разумеется, но есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В Antutu он выдал 81 тысячу попугаев, Storage тест показал 9000. Камер здесь, разумеется, нет. Помимо реализованной возможности подключения абсолютно любых наушников, в плеере имеется целый набор кодеков. Bluetooth кодеки LDAC, LHDC, aptX HD, aptX SBC, прием LDAC, LHDC, aptX HD, aptX Low Latency, aptX AAC и SBC. Также в самом плеере есть цифровые фильтры и эквалайзер в приложении ShanLink Music. Фильтров на борту 6, которые позволяют вносить изменения на уровне ЦАПа без потери качества звука. Эквалайзером пользоваться в целом комфортно, изменения происходят без скачков. Теперь к звучанию. Звучание тестировалось с наушниками Symfonia Dragon D3+, Symfonia RX10 и с бюджетными вкладышами от Vivo и Realme. Обзоры на все эти уши можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. В принципе, проводных у меня море, все их перечислять не буду, но это просто-напросто самые топовые на данный момент. Описание звука будет с подключенными наушниками Symfonia RX10. Но хочу сразу отметить, что звук у M8 весьма специфичный. Некоторые моменты сглаживаются, но при этом звучание все равно очень детальное. Низкие частоты с отличной протяжностью, и они целостные, но при этом подаются с некоторой энергичностью. Бас в данном случае техничный, есть небольшое смещение баланса, средние частоты дают хорошую плотность и телесность. В некоторых композициях это выражается в том, что плеер акцентирует внимание на переднем плане, но все равно звук остается неплохим, и резкого желания перестать слушать музыку не появляется. Верхние частоты слегка сглажены, сцены чуть больше среднего по обоим направлениям. Минусы — это габариты, вес, заторможенность работы, звук имеет специфический окрас, который не всем зайдет. Автояркости на борту нет, Bluetooth старенькой версии. За сколько я его покупал, промолчу, но это далеко дороже, чем $1000. Кому интересно, можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Еще раз повторяю, что этот девайс максимально специфичный. Если вы планируете использовать наушники дешевле $300 проводные, то смысла в нем никакого вообще нет. То есть это от $400 и что-то круче. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Даже этот плеер реально иногда купить дешево. Периодически выкидываю туда выгодные предложения и промики. Сейчас, допустим, идет сейл. Резюмирую, плеер не самый тонкий и легкий, но за качество звука, возможно, простить и можно, так как на вкус и цвет фломастеры у всех разные. И не забываем, что все топовые плееры большие и тяжелые. Интересная реализация вмещения такого количества разных ходов, но, на мой взгляд, с такими объемами можно было бы и все сразу в корпус запихать. Своих денег плеер однозначно не стоит, так как я уже сказал, интерфейс слегка тормозит, экран оставляет желать лучшего, и при этом всем, возвращаясь к весу и размерам, кинуть его в карман штанов и пойти по своим делам будет не самая удачная мысль, так как где-то по пути просто можно остаться со спущенными штанами среди улицы, либо стоит запастись хорошим ремнем. Разумеется, что если вы аудиофилы, у вас выбора по большому счету нет, вам придется пойти в какой-нибудь магазин, взять свои наушники и протестировать не только плеер, а еще с десяток подобных, потому что этот является одним из лучших. И если брать аудиофильские плееры, все, что я слушал в данном ценовом сегменте, этот я выбрал как раз по той причине, что он мне понравился больше всех. Он лучше всего отрабатывает со всеми наушниками, которые у меня есть. Лично для меня у него самая приятная подача, максимальная детализация и внешний вид лично меня радует. Девайсу от меня да, но только для аудиофилов. Добра и удачи вам, дорогие друзья!